Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный творожный манник. Будет он с вишней, со сметанной заливкой. Подходит для еврейского праздника Шавуот. Готовится очень просто. Для теста нам понадобится 3 яйца, щепотка соли, 10 граммов ванильного сахара, 150 граммов просто сахара. Миксером все взбиваем до однородности, до увеличения массы в объеме и посветления. Добавляем 100 граммов растопленного, но не горячего сливочного масла, 350 миллилитров кефира. Все ингредиенты должны быть одинаковой комнатной температуры. 250 граммов творога. Я советую сначала выложить творог, а потом кефир, чтобы у вас не разбрызгалась вся масса, как это было у меня. Когда масса станет однородной, прекращаем взбивать. Это жидкие компоненты. Сухие компоненты: 250 граммов манка, 140 граммов мука, 10 граммов разрыхлитель. Все это мы выкладываем в миску с жидкими компонентами и замешиваем тесто. Пошаговые рецепты в граммах и стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 миллилитров. Вот такое тесто у нас получается достаточно густое. Даем ему отдохнуть 15-20 минут. Через 15-20 минут подготавливаем форму. Форма у меня разъемная, 26 сантиметров диаметром. Дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Делим тесто на 2 равные части. Половину выкладываем в форму, разравниваем. Нам это нужно сделать для того, чтобы подпечь 15-20 минут половину теста, чтобы потом при выпечке вишня не упала на дно. Пока подготовим вишневую начинку. 250 граммов замороженной вишни, я ее не размораживала. Добавляем к ней чайную ложку кукурузного крахмала и перемешиваем. Прошло 20 минут. Проверяем готовность. Тесто не должно прилипать к пальцу. И выкладываем ровным слоем всю вишню. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Распределили вишневую начинку. И теперь по ложечке выкладываем вторую половину теста. Делаем это аккуратно, чтобы у нас получился ровный верх. Забыла предупредить, если творог у вас с комочками, лучше его протереть через сито или погружным блендером. Отправляем назад в духовку. Духовку мы не выключали, еще на 35-40 минут. За 10 минут до окончания запекания подготовим сметанную заливку. 200 грамм сметаны у меня 15%, 10 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры. Просто все перемешиваем. Вот так выглядит наш манник через 40 минут. И выкладываем на него заливку. Я забыла проверить на готовность наш манник. Проверяем. Все у нас готово. И теперь распределяем заливку ровным слоем прямо на горячий пирог. Пирог будет остывать и постепенно пропитываться сметанной заливкой. Даем пирогу полностью остыть в форме, после чего убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем наш манник на блюдо. И так как он будет на праздничном столе, на праздник на Шавуот, я его решила сделать более нарядным. Посыпаю кусочками сублимированной малины. По-моему, выглядит очень симпатично. Сейчас мы будем разрезать пирог и пробовать. Режется он прекрасно, он мягчайший. Посмотрим, какой же у нас получился на срезе. Посмотрите, как красиво смотрится. Вишня у нас не утонула, по центру находится. Пробуем. Друзья мои, как же это вкусно. Приготовьте, это совсем не сложно.